Всем дня доброго. Сегодня мое очередное путешествие на остров Хиюма. Те, кто смотрит мой канал, знают, что я всегда стараюсь обходить стороной банальности, хотя не всегда это получается. И сегодня на острове я постараюсь найти интересные места, о которых мало пишут, мало говорят. В общем, мыс Рисна, где я сейчас нахожусь. Пожалуй, одно из самых потрясающих мест в Эстонии, которое я встречал. Оно красиво тем, что здесь безумно сказочная красивая природа. Здесь встречаются два направления волн. Это очень красиво выглядит. Место это называется Сюдлямисепиатус, остановка поцелуев. Давным-давно, когда на острове Хиюма были ветра еще больше, волны сильнее, здесь жила девушка по имени Лина, дочь местного маячника. Каждую весну на остров прибывал юный моряк по имени Прит. Его судно бросало якорь недалеко от острова, и он сразу же бежал к этому месту, чтобы встретить свою влюбленную. Их любовь была крепка и сильна, но море разлучало их на долгие месяцы. Именно здесь встречаются два ветра и кружатся в одном едином танце. Если посмотрите на край мыса, это отчетливо видно, как волны идут с одной стороны и с другой. Это очень красивое явление. Однажды Лина и Прит встретились в этом месте и скрепили свою любовь сильным и крепким поцелуем. И говорят, что в тот момент даже море успокоилось. Это место стали называть Сюдлямисепиатус, остановка поцелуя. Если двое влюбленных встретятся в этом месте и крепко поцелуются, то их любовь будет такая же необъятная и сильная, как это море. С тех пор влюбленные приходят сюда и под шум ветра и волн скрепляют свою любовь поцелуем, чтобы их любовь была такой же сильной, долгой и большой, как это море. Еще один интересный факт из истории Хиюма – это то, что город Кардуа находится на месте падения метеорита, который упал здесь 450 миллионов лет назад. Сместились плиты и образовались условия, при которых на данный момент дождевые воды, падая, проходя вниз через известняковые породы, и снизу находится слой плотной глины, который их задерживает, что создает определенное давление, и если пробурить вот подобную скважину, то появится вода, которая естественным способом выходит наружу. И таких скважин вы можете в Кардуа обнаружить несколько. Вот вторая, которая находится буквально в 600 метров от первой. До 1991 года в Кардуа производили минеральную воду, которая была богата различными минералами и считалась очень полезной. Вот такой один интересный факт из истории острова Хиюма. Многие слышали и даже пользовались паромными переправами между материком и островами Хиюма и Сааремаа. Но вполне вероятно, не все знают о паромной переправе между самими островами. В южной части острова Хиюма, в деревне Сыру, расположен небольшой, но важный порт. Он начал функционировать еще в начале 20 века после постройки деревянного причала. А в 1999 году здесь официально открылась современная паромная линия Сыру-Триги после реконструкции причалов и дноуглубительных работ. Сегодня, в разгар лета, паром курсирует до 4 раз в день, а в межсезонье всего 1 или 2 рейса. Но Сыру это не только паромная переправа. Это место, где живет морская история. На приколе в гавани стоит уникальный экспонат, ожидающий реставрации. Это последний крупный деревянный парусник Эстонии.
Судно Эрнст Яксон, ранее носившее имя Алар. Сыру еще и уютный яхтенный порт. Здесь есть летний паб, морской музей и школа парусного спорта. Самый старый сохранившийся дом в Кяrdua. Он был построен в 1856 году на месте старой коптильни с соломенной крышей. И коптильня эта датируется 1806 годом. А построен он был местным шведом. Но самый интересный факт, что здесь до сих пор живут его предки. Вот здесь, на мой взгляд, тоже интересное место, хотя оно не такое, скажем, мне неизвестное. Наверное, о нем снимали передачи, показывали. Это Тубалавай, это Тубальская свая. Та самая Тубальская свая, которая, по поверью, держит остров Хиюма. И на ней очень много металлических гвоздей. Это гвозди именные, на каждом написано имя и фамилия. Это те люди, которые внесли свой вклад в развитие культуры острова и, в общем, сделали что-то хорошее, полезное для Хиюма. Вот такое интересное место. Сяре-Трип. Место на острове Хиюма, которое, на мой взгляд, обязательно нужно посетить. Здесь вы почувствуете полнейшее единение с морем и природой. Идти сюда немножко далековато по одним меркам, по другим нет. В общем, около 2 километров в одну сторону. Но, поверьте, здесь очень красиво и чувствуется вот какая-то дикость природы, скажем так. По легенде, именно здесь брат знаменитого эстонского великана Suurtila Лейгера начал строить дорогу на остров Саарема, но так и не завершил ее. Сегодня, недалеко от парковки РМК, откуда, собственно, и начинается тропа, стоит его скульптура. Большая часть маршрута проходит по узкой возвышенности, окруженной кустами можжевельника, шиповника и других прибрежных растений. Здесь можно встретить свободно гуляющих лошадей, множество полевых цветов и даже дикую землянику в большом количестве. Последняя треть тропы проходит по узкой косе, уходящей прямо в море. Ветер, волны и бескрайние просторы вокруг – все это делает прогулку по Сяре-Трип по-настоящему особенной и неповторимой. Ристмяги. Хотя в переводе это звучит как «гора крестов», на самом деле это вовсе не гора, а лесная местность, где есть небольшие возвышения, на которых установлено очень-очень много различных крестов. Никто точно не знает причину возникновения этой традиции, обычая, или как это назвать, но предполагают, что возникло все это в то время, когда Екатерина высылала местных шведов на юг Украины с острова. И, покидая этот остров, они прожили здесь довольно долго, если не ошибаюсь, практически полутысячелетия, то есть 500 лет. Они перед отъездом провели богослужение и оставили кресты. И вот якобы с тех пор пошла эта традиция. Но сейчас здесь оставляют, в общем, все, кто попадает сюда в первый раз. Кресты совершенно разные, все, в общем, сделаны из подручных материалов. Вплоть до того, что даже маркерами пишут на деревьях, вернее, рисуют. Вот такая-то история этого места. Кассари-Кабель – маленькая часовня с большой историей. Вы сразу почувствуете здесь особую душевную ауру. Это единственная каменная церковь с соломенной крышей в Эстонии. В ней до сих пор нет электричества. Богослужения
и мероприятия проходят при свечах, создавая неповторимую атмосферу. Амвон, место для проповедей, встроен прямо в алтарную часть, что является редким явлением. На кладбище при часовне покоятся известные люди. Среди них актер Олев Эскала, сыгравший во многих известных фильмах, например, таких как «Судьба резидента». Черт, сорвался. Простите, я не расслышал. Барков Владимир Николаевич. Год рождения 41. Здесь же захоронен Вильям Там, прототип образа Христа на знаменитой фреске эстонского художника Йогана Кёллера. Место со своей аурой и душой, которое я вам рекомендую посетить. Бродя по городу, я обратил на наличие вот таких скамеек, каждая из которых посвящена почетному жителю города. На них написаны их фамилии, имена и их высказывания или изречения. И я считаю, что это очень замечательная и хорошая традиция. Эйфелеторн и Сейклус парк острова Хиюма. Это не столь неизвестное место на острове, но мне захотелось рассказать о нем также. Здесь, на Хиюма, есть своя Эйфелевая башня и парк развлечений. А башню эту построил местный житель Ян Алексо в 2007 году. Ее высота около 31 метра. Вероятно, он просто хотел украсить свой двор, но в итоге получилось что-то вроде местного Диснейленда. Честно говоря, часть развлечений мне показалась простым нагромождением старых вещей, но, возможно, это впечатление появилось из-за непогоды. Но все это вызывает исключительно позитивные, а иногда даже чисто детские эмоции. Подняться на башню я бы, честно, не рискнул, особенно в такой ветер. Да и, как я понял, она сейчас вообще закрыта для посещения. Хозяин этого парка показался мне не слишком радушным. Возможно, на него тоже повлияла плохая погода. Билет стоит всего 3 евро. По нынешним меркам это практически символическая цена. Ежегодно сюда приезжает множество туристов. Здесь даже побывало телевидение из Эстонии, Франции и России. В общем, если вам повезет с погодой, заезжайте. Позитивные эмоции вам гарантированы. Еще по дороге к паромной переправе и после нее вы неоднократно встретите рекламу культурного центра Вискоза. Это новое креативное место на острове Хиюма. Комплекс фабрики считается одним из самых масштабных зданий на всем острове. Он был основан еще в 19 веке как фабрика по производству искусственной ткани. Позже здание стало консервным комбинатом и проработало более 50 лет, пока не закрылось в 2006 году. После долгого периода заброшенности Вискоза наконец получила новую жизнь как культурный центр. Сейчас Вискоза культуры Техас только в начале своего развития, но уже предлагает разные мероприятия и услуги. Здесь проходят концерты, театральные постановки, фестивали и выставки. Я же просто прогулялся с чашкой кофе по бывшим цехам завода, наслаждаясь различными арт-инсталляциями и пытаясь вложить в них свой собственный смысл. А знали ли вы, что на Хиюма растут бананы и лимоны? И это правда. Правда, растут они в большом цветочном горшке. А находится все это в вишневом саду. Поместье Сурая Мыза.